Итак, закончила я вязать вот последний ряд клеточек. Видите, подошли вот к этой части. Вот к этому ряду. Теперь переходим на 2 ряда филейной вязки. Кто знает, вяжите. Кто нет, я вам сейчас покажу. Итак, я соединила начало и конец ряда и поднимаемся соединительной петлей, соединили и поднимаемся на 1, 2, 3, 4 петельки воздушные. И теперь будем вязать столбики прямо над столбиками предыдущего ряда. Столбики с накидом. 1 и 2 воздушные петли. 2, 2 воздушные петли. Вот таким вот образом вяжем 2 ряда. То есть подойдете к концу, соедините соединительной петлей, поднимаете на 4. В общем, повторяйтесь. Итак, закончили 2 ряда филейной сетки. Закончила я 2 воздушными петлями. И соединяем с началом ряда столбиком, соединительным столбиком. Поднимаемся на 2 воздушные петли, и теперь в каждом через клеточку будем вязать по 4 столбика с накидом. В первую клеточку вяжем 3 столбика, так как первые 2 воздушные петли играют у нас роль первого столбика. 2 воздушные петли. Пропускаем клеточку и следующую опять 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. 2 воздушные петли. Таким вот образом вяжем по кругу этот ряд. Итак, закончили ряд. 3 столбика, 2 воздушные петли. Соединяем с началом ряда соединительной петлей. И покажу переход на следующий ряд. Так. Переходим, нам нужно вот в эту клеточку перейти соединительными петельками. Вяжем соединительную петлю 1, 2 и 3. Поднимаемся на 2 воздушные петли и опять повторяем предыдущий ряд. То есть первый у нас столбик как 2 воздушные петли, 2, 3, 4, 2 воздушные петли, и между 2 группами столбиков опять вяжем 4 столбика с накидом. 2, 3 и 4. 2 воздушные петли. Вот таким вот образом вяжем 4 ряда все вместе. 1, 2 и еще 2 ряда. Итак, продолжим вязать. Смотрите, мы закончили вязать 4 ряда, как я говорила, вот такого вот узора. И теперь уже приступаем к вязанию самого узора нижней части туники. Закончила я 4 столбиками и 2 воздушные петли. Теперь соединяем начало и конец ряда. Теперь нам нужно перейти вот в эту арочку. Опять делаем несколько шагов соединительными петлями. 1, 2 и 3 в арку. Поднимаемся на 2 воздушные петли и вяжем сюда 2 столбика с накидом. 1,
2 и 3 воздушные петли. Теперь в следующую арку вяжем опять 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. И теперь вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Продолжаем вязать в следующей арке 3 столбика с накидом. 1, 2, 3 и 3 воздушные петли. Следующий опять 3 столбика. 1, 2, 3. 3 воздушные петли. И еще раз 3 столбика. 1, 2, 3. И повторяем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 3 столбика. Следующую арочку. 1, 2, 3 и 3 воздушные петли. Вот так вот вяжем этот ряд. Смотрите, объясняю узор. Вот у нас должно быть 3 столбика и 5 воздушных, 3 столбика и 5 воздушных петель. Вяжем так по кругу. Итак, закончила я ряд. У меня здесь в конце было 5 воздушных петель и 3 воздушные столбика с накидом. Что я здесь хочу сказать? Иногда вот в начале, когда ты только начинаешь первый ряд узора, и возможно у вас где-то, если вдруг произошла ошибка, где-то вы неправильно связали, забыли, но от ошибок никто не застрахован. Возможно, здесь у вас появятся лишние 3 столбика, например, да? Не переживайте, это все можно подправить в дальнейшем при вязании. Например, если вдруг здесь лишняя арочка получилась, вы ее можете, вот, например, давайте я вам покажу. Знаете, даже у самых таких, давайте так вот я сделаю, сейчас я распорю, чтобы вам было понятно. Например, у вас одна получилась, вот это вот уберем, как бы их нету. У вас получилась одна лишняя. Что можно сделать для того, чтобы продолжить вязать, вписаться в это дело? Например, вы можете здесь связать столбик с накидом и сразу же перейти в следующую. Или даже нет, чтобы более было, ну, как бы красивее, чтобы не сильно бросалась в глаза эта ошибочка, можно 2 связать здесь и 2 здесь, но потом же вот смотрите, так вот и так, да? И потом, когда в следующем ряд будете вязать, просто продолжите рисунок уже как нужно. Но у меня все совпало, поэтому я не буду этого делать. Просто это на тот случай, если вдруг такое бывает. От ошибок никто не застрахован. Итак, после 5 у меня здесь 2 раза идет по 3 столбика, и третий раз то, что я распустила, сейчас я их свяжу. Так, 3 и 1, 2, 3, 4, 5 и последние 3 столбика в конце ряда. И 3 воздушные петли. Теперь соединяем с началом ряда соединительной петлей.
теперь нам нужно перейти вот в эту арочку соединительными петельками. Раз и два. 3 воздушные петли. Теперь в арку начинаем вязать узор. 3 столбика с накидом. Раз, два, 3. 5 воздушных петель. Раз, два, 3, 4, 5. И сюда же вяжем еще 3 столбика с накидом. Раз, два и 3. И 3 воздушные петли. Дальше в следующую арку вяжем столбик без накида и 3 воздушные петли. В следующую арку опять столбик без накида, 3 воздушные петли. И опять в следующую арку из 5 воздушных петель вяжем 3 столбика с накидом. 3, 5 воздушных петель. И опять сюда же 3 столбика с накидом. Раз, два, 3. Ну, я повторяюсь. 3 воздушные петли, столбик без накида, 3 воздушные петли и столбик без накида. 3 воздушные петли. Теперь смотрим, что у нас получается. Вот видите, как у нас должен идти этот ряд. То есть вот эти вот элементы вы должны повторять в арочку из 5 воздушных петель предыдущего ряда, 3 воздушные, столбик, 3 воздушные, столбик и так далее. Вот так вот вяжем этот ряд. Итак, я подошла к концу ряда. Вот последний вот такой вот элемент узора, 3 столбика, 3 воздушные петли, соединение в арку. Теперь нам нужно закончить ряд. Как мы это делаем? Нам нужно, чтобы вот такой вот элементик там появился. Вот над этими 3 столбиками. Как мы сделаем? Поднимемся на одну воздушную петлю и соединим столбиком с накидом вот где-то здесь. И вот у нас такая арочка как бы получилась. Теперь поднимаемся на 2 воздушные петли. И теперь вяжем так. Сразу же переходим вот к этому элементу. Над ними вяжем над каждым столбиком по одному столбику с накидом. Раз, два, 3. 3 столбика над 3. И в арочку еще 3 столбика. Раз, два и 3. Теперь раз, два, 3, 4, 5 воздушных петель. Вяжем сперва в арку 3 столбика с накидом. Раз, два, 3. И над 3 столбиками вяжем еще 3 столбика с накидом. Раз, два, срывается за раз. Так, 2 и 3. Да что ж такое?
иногда, когда глаза устают, расплывается у меня вязание перед глазами. Теперь 2 воздушные петли. Теперь вот в эту арочку вяжем 3 столбика с накидом. Вернее, без накида. Раз. Хотя вот мне больше здесь там вроде бы как без накида они, но я хочу их сделать с накидом. Более объемнее столбик, чтобы получился. Раз. В схемке они без накида, по-моему. 3. 3 столбика с накидом. 2 воздушные петли. И опять же вяжем, как в предыдущем элементе узора, над 3 столбиками. 3 столбика. 2. 3. И опять в арку 3 столбика с накидом. Раз. 2. 3. 5 воздушных петель. 3 столбика в арку. Раз. 2. 3. И над 3 столбиками еще 3. То есть всего вместе у нас по 6 столбиков с накидом. Раз. 2. 3. 2 воздушные петли и 3 столбика с накидом. Раз. 2. И 3 и 2 воздушные петли. Что у нас получается в этом ряду? Вот смотрите, вот такие вот элементы у нас должны получиться. Вот таким вот образом вяжем дальше по кругу. Итак, закончили ряд. Вот у меня вот этим элементом. И 2 воздушные петли в конце. Теперь как мы дальше вот здесь вот соединение делаем? Вяжем 1 столбик с накидом в арку. И 1 столбик вот в начало вязания, там где мы соединяли со следующим рядом, вернее с началом нашего ряда, вяжем столбик опять с накидом. Теперь поднимаемся на 1, 2, 3 воздушные петли и вяжем вот над всеми этими 6 столбиками столбики с накидом. Каждую петельку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот 6 петель, 6 столбиков с накидом над 6 столбиками предыдущего ряда. И добавляем еще 3 столбика с накидом в арку. 3. Всего 9 столбиков у нас здесь получается. Вяжем 1, 2, 3 воздушные петли и опять вяжем 3 столбика в арку. 1, 2, 3 и 6 столбиков над каждым предыдущим столбиком. 1, в следующую 2, 3, 4, 5 и 6. Дальше вяжем 1, 2, 3 воздушных петли и соединяем с нашими где-то в середочку. Над 3 столбиком без накида вот там делаем соединение просто столбиком без накида. Поднимаемся 1, 2, 3. И продолжаем вязать
следующий элемент точно так же, как и здесь. Вот смотрите, что у нас должно получиться. То есть мы добавляем каждый раз в каждом ряду по 3 столбика к основному элементу узора. Было 3, 6, 9. Точно так же здесь 3, 6, 9. Между ними, видите, 3 воздушные петли, столбик, 3 воздушные петли. Вот так вот вяжем этот ряд узора дальше по кругу. Итак, закончили ряд. Вот эти 9 столбиков закончила я. 2 воздушные петли. И заканчиваем соединительной петлей в начале ряда. Поднимаемся на 1, 2, 3, 4 воздушные петли. И следующий ряд начинаем столбиками с накидом. Первый столбик вяжем над первым столбиком предыдущего ряда. 1, 1 воздушная петля. Теперь через одну петельку, здесь мы провязали, одну пропускаем, в следующую вяжем еще 1 столбик. Так мы должны здесь провязать 5 таких столбиков и 1 воздушная петля. Опять пропускаем одну петельку, следующую, 3 столбик, воздушная петля, пропускаем следующую, 4, воздушная петля, и опять пропускаем и в следующую петельку 5. Теперь вяжем 2 воздушные петли и над первым столбиком с этой стороны также вяжем 1 столбик, воздушная петля, пропускаем петельку, 2, воздушная петля, опять пропускаем и в следующую 3, воздушная петля, пропускаем следующую, еще 4 столбик, воздушная петля, и еще раз пропускаем и одну, получаем еще 1 столбик. Вот так вот выглядит у нас этот ряд. То есть 5 столбиков здесь и 5 столбиков с этой стороны. При переходе на следующий элемент узора воздушная петля не вяжется вот после этого столбика. И опять повторяем 5 столбиков в следующем элементе узора. Столбик, воздушная петля, пропускаем и опять столбик, воздушная петля. Вот таким вот образом вяжем 5 столбиков с одной стороны узора и с другой стороны узора. Воздушная петля, столбик, и здесь 2 воздушные петли, и переходим на другую сторону. И воздушная петля. Что у нас выходит? Смотрим. Вот такой вот элемент узора у нас получается здесь. И вот таким вот образом, таким макаром вяжем следующий ряд. Итак, закончила я ряд 5 столбиками с накидом. Последний 5 столбик мы соединяем. Воздушной петли здесь нет, соединяем с самой высокой точкой вот этой цепочки из воздушных петель соединительной петелькой. Ну а теперь самый простой пойдет ряд у нас. Будем вязать столбики без накида. Вот в первую арочку 1, 2 столбика с накидом, в следующую также 2 столбика. То есть в каждом элементе между 2 столбиками вяжем по 2 столбика без накида. 1,
2. Видите, везде вяжем по 2 столбика. Раз, два. А вот здесь вот, где у нас были воздушные петельки 3, вернее 2, да, 2 в предыдущем ряду, здесь мы вяжем 3 столбика с накидом. Раз, два, 3. Дальше опять вот у нас идут здесь 5 столбиков, и вот между ними вяжем по 2 столбика. Раз, два, раз, два, раз, два. Нет, вот здесь вот я неправильно сказала. Здесь вот у нас получается 3 группы. Раз, два, три, по 2 столбика. А вот здесь вот, где мы подошли к соединению двух элементов узора, вот здесь вот видите, последние 2 воздушные, вернее 1 воздушная петля. Здесь мы вяжем 1 столбик. В следующем еще 1 столбик между 2 столбиками предыдущего ряда, и в следующем еще 1 столбик. То есть вот видите, вот в этих местах мы вяжем по 1 столбику. Дальше опять 3 группы будет у нас по 2 столбика, и вот здесь вот на вершине 3 столбика вяжем. Раз, два, опять раз, два, и третий раз. Раз, два, и вот здесь вот вяжем 3 столбика. Раз, два, 3. И опять 3 группы по 2 столбика. Раз, два, еще раз. Раз, два, и еще раз. Раз, два, и 3 столбика по 1. Раз, в следующую 2, и в следующую 3. Вот таким вот образом вяжем этот ряд. И вот что у нас должно получиться. Вот таким вот образом продолжаем вязать по кругу. Итак, я закончила ряд обвязки. Теперь вот последний у меня 1 столбик вот между каким у нас тут 4 и 5 столбиком предыдущего ряда. Теперь делаем соединительную петлю, то есть соединяем начало и конец ряда. Берем петельку, вот здесь вот у нас 2 столбика предыдущего ряда, вот здесь вот над первым столбиком делаем соединительную петлю. Теперь поднимаемся на высоту ряда. Раз, два, три, 4, 5. И это на высоту подъема, и плюс 2 воздушные петли. Теперь дальше вяжем столбик с 2 накидами. Пропускаем 2 петельки основания. И в третью, вот смотрите, раз, два, в третью вяжем столбик с 2 накидами. Раз, два, 3. 2 воздушные петли. Дальше вяжем столбик с 1 накидом. Пропускаем 2 петельки основания. И в третью вяжем столбик с 1 накидом. И 2 воздушные петли. Дальше вяжем 1 столбик с накидом. Раз, два, петельки основания пропускаем. В третью вяжем столбик с 1 накидом. И 2 воздушные петли. Дальше вяжем столбик с 2 накидами. Опять пропускаем 2 петельки основания, в третью столбик с 2 накидами. Раз, два, 3. 2 воздушные петли. Следующий столбик будет с 3 накидами. То есть мы все время увеличиваем. Вот в это, здесь мы уменьшаем, здесь увеличиваем число накидов. Пропускаем
2 петельки основания и в следующую вяжем столбик с 3 накидами. 1, 2, 3, 4. 2 воздушные петли. Повторяем столбик с 3 накидами, пропуская 2 петельки основания в третью. 1, 2, 3, 4. 2 воздушные петли. Теперь идем на уменьшение. Столбик с 3 накидами, столбик с 2 накидами. Опять пропускаем 2 петельки основания и столбик с 2 накидами. 1, 2, 3. 2 воздушные петли. Дальше вяжем столбик с 1 накидом. 2 петельки основания пропускаем. 1, 2. В третью столбик с 1 накидом. 2 воздушные петли. Теперь идем на увеличение. 1, 2 петельки основания. Сперва столбик с 1 накидом. 2 воздушные петли. Затем столбик с 2 накидами. 1, 2. В третью петельку. И 2 воздушные петли и столбик с 3 накидами через 2 петельки основания. 1, 2, 3, 4. 2 воздушные петли. И смотрите, что у нас должно получиться. У нас, почему мы поднимаемся на вот эти вот разное количество накидов, для того, чтобы нам выровнять вот эту вот линию. Видите, вот на каждой стороне, вот у нас элемент узора, да, на каждой стороне по 3 столбика. 4 накида, 3 накида, 1. 1 накид, 2 накида, 3 накида. Вот таким вот образом вяжем этот ряд. Будьте внимательны, что на каждой стороне по 3 столбика. Иногда можно ошибиться. В этом плане нужно быть немножко внимательнее. Так вот вяжем дальше по кругу. Итак, закончили ряд. Вот у меня последний столбик с 3, вернее, тут с 2 накидами. Столбик с 1 накидом и с 2 накидами. 2 воздушные петли. Вот этот вот подъем, это у нас играет роль. Так, нет, нам нужно еще один столбик. Я пропустила. Видите, как можно легко ошибиться. Здесь у нас 3 и здесь должно быть 3. То есть мы вяжем еще один столбик с 3 накидами. 1, 2. Ну, у нас получилось почти близко здесь. Столбик с 3 накидами. В конце 2 воздушные петли. И теперь соединяем с началом ряда на высоту. Вот здесь вот у нас должно быть 2 воздушные петли. И примерно смотрим, где они будут. И вот там мы делаем соединительную петлю. Все, круг замкнули, и теперь у нас будет повтор. Поднимаемся на 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли. Теперь смотрите, какой мы ряд начинаем повторять. Вот этот вот ряд. Сейчас покажу на своей работе. Тут будет лучше видно. Так, вот смотрите. Вот он наш ряд. Мы его закончили. И продолжаем вязать вот таким вот образом. То есть через клеточку. Так, вот. Как бы 3 столбика, да, 2 воздушные петли, клеточку пропускаем и дальше 3 столбика с накидом и 3 воздушные петли. И так вяжем 4 ряда. Ну, вот смотрите, наверное, кто-то обратил на это внимание. Вот здесь вот у нас получается 1, 2, 3, 4, на 5-м мы начинаем узор.
Я немножко вот от своего исходного и от исходной работы, здесь у меня раз, два, три, и я на 4 начала вязать узор. Здесь я решила вот на этой модели немножко удлинить расстояние между рисунками. В принципе, можно и так. Можно уменьшить до 2 рядов. Вот, если посмотрите на схемку, там между работами узора только 2 идут ряда. То есть первый и на втором начинается рисунок. Здесь вы можете выбирать свой вариант. Для чего это делаю, не знаю. Мне так захотелось. Просто мне захотелось, чтобы расстояние между рисунками было побольше, как бы больше дырочек было. А так, в принципе, разница не сильно большая. Вот так вот вяжем до той длины, которая вам нужна будет. Сколько вам надо будет этих рисунков на ваш размер. Может быть, вы захотите сделать короткий топик, вернее, короткий, ну, как бы туничку, да? Может, вы захотите длинный сарафан. Но здесь вот у меня на этой тунике таких узоров. Так, сейчас посмотрим, посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять. Еще один момент я хочу вам сказать. Вот здесь вот я не стала делать, вот я как вам сейчас подскажу. У меня не хватило пряжи, я хочу ее длиннее сделать. Потом попозже я докуплю пряжи то, что нужно. И буду довязывать. Вот в этой, когда последний рисунок будете вязать, уже все, заканчиваете работу, вот здесь вот в этом месте, где 3 столбика идут на закруглении, оно, вот видите, оно немножко загибается. Для того, чтобы ровненько было здесь, я просто советую, я бы как сделала. И буду делать, когда буду еще довязывать эту туничку. 2 столбика, 2 воздушные петли, 2 столбика. То есть она немножко будет более ровненькая и загибаться, вот этот рисунок здесь не будет. И тогда будет все нормально. Когда в полотне, это не так сильно все видно, оно вытягивается, все выравнивается. Но когда на конце, немножко надо подправить. Вот таким вот образом вяжем нижнюю часть туники. Ну, а вязку верхней части я вам покажу в следующем видео. Вы, конечно, можете его пропустить. Может быть, вы захотите эту тунику вообще без лямок сделать. Просто можно сделать обвязку верхней части и на этом закончить работу. Ну, а кто захочет с лямочками, я в следующем видео покажу, как рассчитать, где будут лямки и как их обвязать. До скорой встречи, друзья!